Рада приветствовать на своем канале подписчиков и новых зрителей. Это Дёрен Кауза-Сатоми цветет. А я сегодня, 11 мая, высаживаю черенки зимнего черенкования гортензий в открытый грунт. Решила, все, пора. Сейчас покажу и расскажу вам, как я это делаю. Есть несколько нюансов, на которые обязательно стоит обратить внимание. Показываю, что я приготовила, какую ямку вырыла. Мия мне в помощниках. Немножко ускорила съемку. Яма, хвойный опад, черенок, песок, удобрение. Смотрите внимательно и слушайте. Интересно, у кого-то еще получилось укоренить сывой гортензию? Всем еще раз добрый день. Выбрала себе тут такую локацию, чтобы в камеру хорошо было видно. И такая красивая полянка. Но не поэтому. Потому что у меня тут высажена аллейка из гортензий. И как раз в этом месте надо досаживать было. Я думала, или покупать куст. Но в этом году у меня случился коллапс. Начеренковалась. Я такого не ожидала. Но что мы с вами сегодня будем делать? Вчера высаживала аллею, я ее сейчас поливала, она мокрая. Высаживала аллею из гортензий. Сегодня 11 мая, и мы с вами будем высаживать наши черенки. Так вот, вчера, когда я высаживала ту аллейку, там 18 штук или 17 у меня получилось, я вспомнила, что я вам обещала показать, во-первых, как мы будем наши черенки высаживать, если кто-то вместе со мной начеренковал, и получилось. Черенкование сывой. Самое хорошее. Видите, длинный стебелек и корней там. Я вам покажу. Сейчас показываю, значит, на примере этого малыша. Это гортензия полярный медведь. Как мы будем высаживать. Почему это делаю в мае? Во-первых, потому что им 3 месяца. 3 месяца, и они вполне уже готовы отправиться на постоянное место жительства, там, где будут. Второе, потому что мне некогда так много гортензий обслуживать, поливать, брызгать, а когда я сад весь прохожу, это получается быстрее. И третье, что в земле им всегда, любым растениям, в земле лучше, чем в горшках. Даже тем же петуниям, розам, всем. В кашпо всегда растение угнетенное. И надо постоянно бегать, поливать его, замульчировать, чтобы не пересыхало, убирать, переставлять. В общем, я убедилась, что в открытом грунте все растения растут лучше. Ну что, приступим. Сейчас я вам покажу, как мы будем вот эту маленькую малышку трехмесячную сажать. Но для этого нам понадобится, конечно же, наш черенок гортензии. У вас даже если немножко меньше, все равно можно. У меня у некоторых вообще один стволик. Будем заглублять ее по высоту вот этих 2 веточек, потому что отсюда могут еще пойти корешки. Я вам показывала, корни идут прямо от стебля. Только мы в воду опускали сывой, оттуда с той высоты идут корни. Я в этом году буду черенковать, я ниже опущу сами черешки, вот эти черенки, нарезанные в воду, и будет больше корешков. Ну, немножко тактику изменю. Дальше, что нам надо? Нам надо, у меня еще вот такая черная земля, это покупала я, сейчас я кусочек видео, в мешках, там верховой торф нейтральный и микроэлементы. Немножко у меня осталось, я в яму тоже досыплю. Немножко песка, хвойный опад обязательно, хвойный опад обязательно, или слабокислый торф, если у вас нет, но хвойный опад желательно. Вода и ящик, как ни странно. Сейчас день, но я вам показываю, съемка лучше получается днем, чем вечером. Вообще сажать надо вечером.
Что мы делаем? Мы, конечно, вырываем яму. Яма должна быть... Так, у меня там петуни посажены. А, еще нужно удобрение комплексное. Осмокот у меня 3 месяца. Яма должна быть в 2 или в 3 раза больше, чем ваш горшочек. Это флокс шиловидный, почвопокровный. Посадила, тут полянка будет. В 2 или в 3 раза ямка должна быть. У меня тут почва очень хорошая. Я уже вырыла. По глубине вот такой грунт. У меня суглинок. Так, ту черную землю я насыпала. Значит, досыпаем немножко песка. Все перемешиваем. В принципе, немножко напоминает, как мы с вами сажали рододендроны. Если кто-то смотрел, хвойный опад прямо туда, в яму. Можно прямо перемешать все это дело. Для чего это делается? Грунт у нас становится рыхлый, почва такая, а перегнивая, она еще будет закислять немножко почву всю эту нам. Так, еще добавлю немножко. В принципе, ничего сложного. Шишки тоже можно. Значит, мы располагаем свой черенок в самой ямке. Как я сказала, я буду заглублять его по самую эту. И засыпаем вместе с горшочком землей. Прямо туда утрамбовываем. Все это зажимаем. Вот так вот засыпаем иголочками вокруг. Сейчас я вам ближе покажу, что получается. Так, значит, что у нас получилось вблизи? В этой нашей ямке у нас горшочек закопан. Со всех сторон мы его хвойным опадом присыпали. Сверху еще будем землей. Прямо сильно утрамбовывайте все это дело. Потом мы берем и достаем наш горшок. Оп. Получилось по форме горшка вот такая ямка. Единственное, что я ее сделала высоко. Я же хотела заглубить. Сейчас я все это дело достану, углублю яму и еще раз все утрамбую. Покажу вам. Так, ну вот, все я переделала. Получилось, я его просто глубже туда закопала. Все, теперь мы, смотрите, вытаскиваем. И там осталась глубокая такая ямка. Сейчас покажу, как мы переворачиваем резко нашу гортензию и опускаем прямо туда. Как переворачивать? Не тянуть за вот эту ножку, ну или он меньше, у вас больше. Важный момент, как нам не повредить корни и перевернуть, чтобы у нас хорошо наш черенок. Значит, смотрите, ложим пальцы ножницами, черенок остается между пальцев. И чуть-чуть утрамбуем, уже ничего ему не будет. И переворачиваем резко. Раз и два. Вот так делаем. Ножницы, переворачиваем. Видите, какая корневая система уже довольно большая, разветвленная. И как пасочку резко ставим ее в ямку, которую мы сформировали этим же горшком. Она как пазл входит в эту ямку. И начинаем закапывать. Так, засыпали мы гортензию. Весь столб
Даже с горочкой с такой у нас получился. Сверху мы мульчируем опять сосновым опадом или травой. Я сейчас много травы кашу. Травой. Аллейку травой мульчировала. Ну, тут у меня сосновый опад есть. Теперь мы ее проливаем. Сейчас покажу. И потом самое такое основное, чтобы у нас она прижилась хорошо. Вот так это выглядит. Теперь мы ее проливаем обязательно. Обязательное условие очень хорошо пролить. Я ее еще вечерком пролью. Так. Мне тут уже, конечно, насажено много. А теперь мы ее берем и накрываем вот этим овощным ящиком. Вот так. Для чего это делается? Чтобы она у нас в тени была. Черным техническим контейнером накрывать нельзя. Будет запреет росток. Под этим ящиком она будет стоять дня 3. Солнышко на нее частично там попадает. Ветер ее обдувает. Через 3-4 дня можно вечерком открывать, проветривать. Все, наша гортензия посажена. Сейчас покажу, что я там в другом месте сажала. Аллейку нашу малышей. И можете начинать свои черенки высаживать. Все уже можно. Казалось бы, мне мало. То есть много черенков было, да. Еле их попристраивала. Еще, конечно, очень много у меня ждет высадки. Но я же уже при формировании штамбов. И вы, наверное, зеленой почкой. Не зеленой почкой, а зелеными ростками. Они у меня укореняются. Уже корешки некоторые дали. Но я их буду, конечно, в почву не высаживать. Буду по горшкам большим. И буду в теплице. Зимой они у меня будут. Ну, это уже совсем другая история. Все получилось у нас с вами. Ну, вот. Вот как это примерно выглядит. Это я вырезала от бутылки, чтобы собаки мне не сломали. Они мне 2 штуки поломали. Такие малюсенькие росточки растут. Тут надо эту крыть ящиком. Эту я таким горшком от орхидеи накрыла. Почему тут дырочки есть? Я на ночь их так накрываю. Эту, видите, загубила уже сильно. Ну и вот тут высажена аллейка. Они как встрепенутся, я вам покажу. В шахматном порядке через 40 сантиметров. Сюда посадила уже. Полить их немножко надо. Вот сюда. Пчелы гудят на барбарисе. Вот еще одни. В общем, ищу место посаду, где их посадить, свои черенки гортензий зимнего черенкования. Кто не верил, что получится, а оно получилось. Всем желаю удачи в саду, и в огороде, и в теплице. До встречи на нашем канале. Да, Миюша?